Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих». Я рада вас приветствовать. Простите, что-то у меня язык заплетается. Точно не пила, честное слово. Я шучу. Я рада вас приветствовать и хочу поблагодарить вас всех за то, что вы со мной, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы проходите практики и меняете свою жизнь, и становитесь увереннее в себе, цените себя, любите себя. И, соответственно, когда это происходит, вы цените и любите всех вокруг вас, и вы получаете это все взамен по закону бумеранга, по закону притяжения, по законам Вселенной. И это прекрасно. Сегодня я сделаю для вас расклад, что уйдет, что придет. Посмотрим, что же от вас уйдет и что же к вам придет. Когда я смотрю на личных консультациях и говорю, что уйдет, вы знаете, очень часто мы даже не подозреваем, что нам мешает. Нам кажется, что что-то оно нам не мешает, что оно нам помогает, но когда мы заглядываем глубже к себе в душу, именно к себе, вот я не говорю о внешних обстоятельствах, я говорю именно наша жизнь, жизнь каждого из вас, ведь у каждого из вас свой мир, и вы его создали сами. Я понимаю, я уже слышу, что некоторые говорят, что это неправда, выбор только ваш. Если вы концентрируетесь на том, что это неправда, то вы не контролируете свою жизнь, а есть возможность контролировать и события, и обстоятельства, и отношения. Есть такая возможность, для этого надо взять ответственность за свою жизнь и понять, что мы сами все это делаем. Хотим мы этого или не хотим. Так что давайте сконцентрируйтесь на себе любимых, улыбнитесь, сделайте себе комплимент, а я посмотрю, что же уйдет и что же придет. Вначале смотрим, что уйдет, а потом уже посмотрим, что ж придет. Смотрим. Уйдет, вы знаете, уйдет от вас какая-то борьба, уйдет от вас какая-то неуверенность, уйдут от вас какие-то люди, которые, они останутся уже в прошлом, которые вызывали в вас, вы знаете, какое-то, вот я чувствую, как вызывали в вас, даже раздражение, вызывали у вас чувство, что вы осуждали, давайте так, даже вы осуждали даже поведение этого человека. Вот. И этот человек, я хочу вам сказать, уйдет в смысле из вашей жизни, имеется в виду, или вы перестанете общаться, или каким-то образом этот человек от вас отстанет. Вот, я вот это чувствую, я вот это вижу, что кто-то от вас просто отстанет, кто вам и не был-то сильно нужен в том смысле, что никакой помощи в вашей жизни от этого человека не было. Наоборот, этот человек просто вас, можно сказать, раздражал. Вот. Опять же, смотрите, я уже слышу вас, что, мол, как я могу, это кто-то, с кем
или надо общаться, или даже иногда бывает, что это кто-то близкий. Но тут я хочу сказать, что может быть еще одна ситуация, что значит уйдет. Уйдет, это значит, что вы сведете общение до минимума, тем самым вы сведете вот это вот влияние на вас, вот это все, что с вами происходит при общении с этим человеком, тоже до минимума. И постепенно не будет вот этого раздражителя у вас, ваше отношение к этой ситуации поменяется, потому что раздражителя не будет. И, соответственно, когда ваше отношение поменяется, соответственно, поменяется отношение другого человека, он или действительно не будет вас трогать, чтобы не раздражать, или даже общение может поменяться. Давайте я еще посмотрю. Я выложу 3 карты по этому вопросу, что уйдет, и потом мы посмотрим, что придет. Что еще уйдет? Вы знаете, у вас должно было быть какое-то празднование чего-то. И я хочу сказать, у меня такое чувство сейчас, что это празднование не произойдет или не произошло, поэтому вы и раздражены, а не произошло что-то по вине вот этого человека. В принципе, это мужчина старше 40, очень горячий, очень быстрый. Он вначале делает, потом думает. И вот такое ощущение, что по вине этого человека что-то прекрасное, какая-то вечеринка, какое-то празднование, оно не произошло, и вот это и вызывает раздражение. Ну и я хочу вам сказать, что сейчас мы посмотрим итоговую карту, потому что мне бы хотелось, чтобы вы от этого раздражения избавились и оставили это в прошлом. Может быть, еще по какой-то причине это празднование не произошло. Ну, на сегодняшний день причин много. Озвучивать я их не буду, потому что, ну, на эту тему не люблю разговаривать. Вот. Еще ситуация во всем мире тоже бывает, становится препятствием многих вещей. Давайте мы еще посмотрим, что же уйдет. Ну и уйдет какая-то вот, уйдет борьба, уйдет какое-то, вот знаете, как отстаивание своего места под солнцем. Это все уйдет. Такое ощущение, что вы на сегодняшний день некоторые из вас пытаются что-то доказать или себе, или кому-то. И делаете вы это очень остервенело. Вот такое слово мне пришло в голову. И, может быть, даже пытаетесь этому молодому человеку что-то доказать. Вот, тут такое тоже имеет место быть. Ой, да что ж такое? Имеет место быть, и я хочу вам сказать, вот эта борьба, вот это вот остервенелое отстаивание какой-то вашей точки зрения, я хочу вам сказать, оно уйдет в прошлое. Я думаю, что вы не то, что вы смиритесь с чем-то, нет, вы просто посмотрите на ситуацию с другой стороны, и если читать эту комбинацию карт по-другому, вы придете к какому-то мировому решению. Это еще одна ситуация, которая может быть, а именно борьба уйдет в прошлое. Вот что уйдет. Давайте теперь посмотрим, что же придет. Как всегда, я, когда делаю для вас расклад, я
смотрю, как исправить ситуацию. Практически во всех моих раскладах, не с самого начала, когда я поняла, как лучше делать расклады, чтобы они действительно приносили вам пользу, а не просто, чтобы я читала карты, а за картами я вижу картинки и что это такое, и озвучиваю все, что я вижу. И, конечно же, я сразу вижу, как можно исправить ситуацию, как можно изменить что-то, чтобы с другой стороны увидеть ситуацию и чтобы прийти именно к мирному решению, чтобы ситуация развивалась только на пользу. Ну что, давайте посмотрим, что же придет. А придет, смотрим. А придет к вам счастье, радость и удовольствие. Такое ощущение, что, знаете, у вас вот какая-то буря была или сейчас происходит. И я хочу сказать, что это может быть в любой сфере. Может быть, даже у вас что-то происходит на работе. Но вот приходит к вам счастье, радость, удовольствие. И знаете, как такое чувство, что может быть еще... Это мог быть еще какой-то проект, который достался вам не очень легко. Вы очень много над этим проектом работали, и вот уже сейчас приходит время, когда вы будете пожинать плоды и будете получать удовольствие от результатов этого проекта. Что еще придет? Придут какие-то раздумья. У меня такое ощущение, что вот здесь будет завершение какого-то, завершение чего-то, потом будет именно наслаждение результатами, а дальше раздумья вы будете, я думаю, что вы будете решать, что же делать дальше. Потому что проекты заканчиваются, а идти вперед надо. И бывает такое, что надо взять какую-то паузу и просто поразмыслить над тем, что же дальше, что было бы здорово сделать дальше, куда бы было здорово повернуть сейчас. И это то, что придет. Придут вот эти раздумья, я думаю, что в совокупности с удовольствием эти раздумья будут вести вас вперед к постановке новых целей, к новым горизонтам, к новым возможностям. Ну и я выложу сейчас итоговую карту, что придет. Вот ваши раздумья приведут к тому, что вы получите какие-то долгожданные новости. И эти новости именно вызовут у вас, вот вы будете думать, вот у вас действительно здесь идет мыслительная деятельность, вы будете думать, принять, не принять, будут какие-то предложения, будут какие-то известия, которые вы будете думать, принять, не принять. Что еще я здесь вижу, если говорить о личных отношениях, вы будете в раздумьях по той простой причине, что кто-то из прошлого может появиться, с кем раньше были какие-то отношения. Это может быть даже бывший муж, если таковой имеется, или бывший возлюбленный. Потому что здесь я вижу, что да, могли быть какие-то отношения, и тут вы будете думать, а появится именно с намерением и вернуть отношения. Но дело в том, что я против возвращения отношений. Подумайте об этом, потому что раз отношения разрушились, значит, это были не те отношения, которые надо возвращать. Тут не возвращать надо, тут думать надо над построением чего-то
более счастливого, более доброго, более гармоничного. И вот тут я вижу, что у вас будут раздумья. Вот что придет в вашу жизнь. Ну, а сроки, я сейчас вам скажу сроки, это ближайшая неделя-две. По всем картам я просто собрала по всем картам, что это может быть. Это ближайшие 2 недели. Это все может произойти, уйти, и уход, и приход. Вот такой у нас получился расклад. Надеюсь, ответила на ваши вопросы. Если есть какие-то вопросы, задачи, которые вам надо решить, приглашаю на личную консультацию. Мои контакты под этим видео и иногда выскакивают в верхнем правом углу. И я с удовольствием вам помогу решить любые вопросы и задачи, а также на консультациях я всегда еще более точно корректирую ситуацию, но это опять же выбор ваш. Когда я корректирую ситуацию, я вам рассказываю, что было бы здорово сделать для коррекции, а вы уже выбираете делать, не делать, идти, не идти. Выбор, в принципе, всегда ваш, потому что жизнь только ваша. Ну и выложу сейчас 2 карты на исполнение желаний вам. Планируйте ваши желания. Ой, скачут. Планируйте ваши желания, ставьте ваши цели, задавайте ваши вопросы. А я сейчас выложу 2 карты на исполнение желаний. Первая. Я отодвину уже этот расклад и выложу еще. Вторая. Ну что, сосредоточились, запланировали, смотрим. Я хочу сказать, что здесь на первой позиции ответ нет. Но нет, вы же понимаете, сегодня нет, а завтра да. Проверьте, как вы сформулировали ваше желание, вашу цель. У меня на канале есть видео, как правильно ставить цели и планировать желания. И там есть схема, как это все делать. Зайдите на мой канал, и там вы это найдете. Второе. Подумайте, не навязано ли это желание социумом. Очень часто люди думают, что это их желание, что это их цель, но делают они это, потому что хотят чему-то соответствовать. Сколько раз я слышала это, у меня буквально недавно была консультация с девочкой, и она говорит, я хочу идти в аспирантуру. Ну, здесь это по-другому называется, неважно. И я ей говорю, дорогая, говорю, ты уверена? Я говорю, ты же понимаешь, что аспирантура – это еще несколько лет твоей жизни, и тебе придется то. Ну, мы разные вопросы обсуждали. И что вам сказать? Она мне говорит, я хочу соответствовать своим братьям. Вот вам пример неправильной постановки цели. Она не хочет этого, она не хочет учиться, она хочет устроить свою жизнь сегодня, но по той простой причине, что вот это вот я хочу соответствовать. Вы понимаете, что когда это не ваша цель, во-первых, вы ее достигнете и поймете, не нужно мне было это. Я сделала это для кого-то или для чего-то. Поэтому хорошо подумайте. Ну и, конечно, а если все правильно запланировали, вы все можете изменить. Подумайте, по какой причине могла быть карта «нет». И когда вы найдете эту причину, вы сможете от нее избавиться
и, соответственно, изменить все. Все равно в ваших руках. Вторая позиция. Вторая позиция. Сейчас я попробую это прочитать. О май гад. Я даже не понимаю, потому что я выложу сейчас еще одну карту. Простите, не могу прочитать. Это карта, которую я их сама делала, и в некоторых картах я вижу, что не могу прочитать. Вот. Сейчас будет. Готовы? Позитив. И я рада, что я поменяла карту. По крайней мере, тут я все могу читать. Все получилось. Это значит, что вас ждет позитив, что вас ждет исполнение всех ваших желаний, достижение всех ваших целей. На все вопросы будут ответы положительные и позитивные. Кстати, это еще говорит о том, какой у вас должен быть настрой. Вот и все на сегодня. Я желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, всего самого-самого лучшего от всей души. И благодарю вас, благодарю. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока.